Добрый день, меня зовут Евгений Бужьев. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой достаточно распространенной, беспокоящей многих людей теме, как запоры и поносы. Тема действительно распространенная, и очень много людей обращается с просьбой помочь в той или иной ситуации. Но в первую очередь надо понимать, что запор и понос связаны с измененной перистальтикой кишечника. То есть, когда перистальтика усиливается, получается понос. Когда перистальтика ослабляется, получается запор. То есть, это дисфункция. Мы сегодня не будем разбирать какие-то болезни, например, там, инфекционное отравление там, или отравление какими-то токсическими веществами, которые тоже может вызывать понос. Мы сегодня поговорим о дисбалансе, вот об этом кишечном дисбалансе. Вот с чем он связан, когда он возникает и каким образом от этого избавиться. Ну, давайте самая достаточно распространенная вещь – это запоры или склонность к запорам. Да? То есть это уменьшение, ослабление перистальтики. Ну, помните, перистальтика – это сокращение кишечной стенки. За счет мышц, которые находятся в стенке кишки, происходит передвижение пищевого комка по всей кишке. А поскольку у нас кишечник достаточно длинный, там считается, что порядка 7 метров, соответственно, и вот это вот передвижение идет достаточно долго. В норме пища в нас находится, в нашем кишечнике находится где-то порядка 2 суток, переваривается. Ну, так считается, во всяком случае. Вот. Естественно, что когда ускоряется перистальтика, все это быстрее, когда ослабляется, значит, медленнее, дольше задерживается. Вот. Так вот, по поводу запоров. Вот этот баланс между усилением и ослаблением, как и вообще вся работа всех наших органов, регулируется вегетативной нервной системой. Вегетативная нервная система, как вы помните, состоит из 2 отделов – симпатической и парасимпатической. Соответственно, симпатическая система – это полный аналог, то, что на Востоке называют энергией ян, то есть энергия тепла, энергия активности, энергия сухости, инь – это полный аналог парасимпатической системы. То есть вот по большому счету вот эти вот симпатическая и парасимпатическая системы, они как раз полностью описывают то, что на Востоке называют взаимодействием энергии инь-ян. Так вот, парасимпатическая система, которая является аналогом энергии инь, а инь – это женская энергия, да, она как раз вызывает запоры, то есть она ослабляет перистальтику. А симпатическая, наоборот, усиливает перистальтику. Поэтому, если вы посмотрите, то у большинства женщин, 80% женщин, страдает склонностью к запорам. Кто-то из этого как-то выходит, учится жить, приспосабливается там, с помощью диеты, употребляя пищу, которая стимулирует перистальтику, и живут нормально, более-менее в комфортном состоянии. Вот. Кто-то не может приспособиться, не умеет. И, соответственно, вот, то есть избыток энергии инь, который, в общем-то, и есть, и в норме должен быть у всех женщин, он и вызывает запоры. А избыток энергии ян, который должен быть у мужчины, который, как правило, есть у большинства мужчин, вызывает склонность к более жидкому стулу, к поносу. Да? Поэтому большинство мужчин имеют мягкий, слабый стул, а большинство женщин имеет склонность к запорам, и, соответственно, когда приходится тужиться, потом в дальнейшем это может уже проявляться и геморроем. Вот. Но сейчас мы говорим про перистальтику, да, поэтому вот говорим о запорах и о поносах. Вот механизм таков. Основной. Значит, соответственно, для того, чтобы избавиться от запора, что нужно сделать? Нужно ослабить энергию инь или, наоборот, усилить энергию ян, которая вызывает как раз усиление перистальтики, то есть понос. Вот. Как это сделать? У нас есть руки. Правая рука – это мужская сторона энергии ян, левая рука – это энергия инь. Да? Вот складочка между первым и вторыми пальцами на руке, вот конец этой складочки, это общая стимулирующая точка хэгу называется. Если мы эту точку будем массировать,
давить или просто держать, надавить, или давить таким надавливанием, отпустили, надавили, отпустили, то таким образом мы стимулируем энергию ян на правой руке. Если мы то же самое делаем на левой руке, мы стимулируем энергию инь. Соответственно, первое, рефлекторное, что можно сразу легче всего сделать, это, если есть, например, склонность к запорам, нужно простимулировать энергию ян. Это уже усилит перистальтику. То же самое, если, например, понос, и нужно его остановить, тоже можно усилить энергию инь. Соответственно, мы уже ослабим вот эту повышенную перистальтику. Дальше, что можно сделать еще? Можно использовать пищу. То есть есть продукты, которые стимулируют перистальтику, есть продукты, которые тормозят ее. Вот. Соответственно, стимулируют перистальтику в основном, что мы все знаем, свекла, грецкие орехи, то есть все то, что раздражает слизистую кишки. Кишка пытается быстрее работать, чтобы вот это раздражение убрать, вывести. Вот, соответственно, вот это все будет вызывать усиление перистальтики. Поскольку перистальтика усиливается щелочью, то есть желчью у нас. Желчь – это сильная такая, достаточно концентрированная щелочь. Может вызывать недостаток перистальтики, то есть склонность к запорам, недостаточный выброс желчи в кишечник. Соответственно, нужно простимулировать работу желчевыводящей системы. Помните, мы говорили, то есть правая рука, 3-4 пальцы, по серединке вот так идет меридиан желчного пузыря. Если мы другой рукой от ногтя вниз, вот так по тыльной стороне этих двух пальцев будем 30-40 раз вот так вот стимулировать эти меридианы, соответственно, мы расслабляем желчевыводящую систему, и желчь начинает выходить из желчного пузыря в кишечник. То есть таким образом можно простимулировать. Можно, как мы сказали, простимулировать пищей. Ну, например, выброс желчи в кишечник стимулируется приемом жирного и кислого. Да, вот есть такая методика чистка печени, там, в частности, ну, на самом деле, там, конечно, не печень чистится, но как раз и происходит стимуляция желчевыделения. Как это делается? Берется столовая ложка растительного масла, выпивается и запивается стаканом кислого сока, ну, например, там, лимонного сока. Да? Вот это сразу же вызывает резкое выделение, желчевыделение. Желток яйца свежий, пожалуйста, можно выпить яйцо, и желток будет вызывать тоже желчеотделение. Вот, то есть вот таким образом можно простимулировать перистальтику и избавиться от запоров. А как быть с поносом? Ну, первый вариант мы сказали, то есть для того, чтобы рефлекторно остановить понос, вот можно воздействовать вот на эту точку на левой руке, да? Другой вариант есть еще очень такой хороший. У нас есть вход в желудочно-кишечный тракт и есть выход из него. Соответственно, понос – это активация выхода, да? То есть быстрее, быстрее, быстрее. Если вы создадите рефлекс обратного, то есть вызовите рвотный рефлекс, то это уже рефлекторно тоже остановит понос. Вот, существует такая техника. То есть, ну, есть какой-то понос, там отравились, там еще что-то, мешает вам это, нужно быстро уйти, там кучу дел каких-то сделать, а не дает далеко отойти от туалета. Что нужно сделать? Нужно вызвать рвотный рефлекс. Не обязательно доводить дело до рвоты. Достаточно, чтобы вызвать сам рефлекс, просто чтобы вот затошнило. Все. 2 пальца в рот, как обычно стандарты, да? И вызываем рвотный рефлекс, все. И у вас сразу же уже понос остановится. Вот такими нехитрыми совершенно способами вы сами совершенно спокойно, без проблем можете избавиться от запоров и от поносов. Всего вам доброго.